Добрый день, уважаемые друзья, подписчики и все, кто следит за развитием одного из самых резонансных уголовных дел современной Украины, за делом об убийстве Ирины Фарион. Сегодня 26 июля 2026 года, воскресенье. Мы глубоко разберем текущую ситуацию процесса, стратегию защиты, состояние дела и реальные перспективы. Это, друзья, очень важно, потому что уже 7 августа будет следующее судебное заседание. Каким оно будет, можно только сейчас догадываться. Поэтому сегодняшний стрим очень важен. Многие из вас спрашивают, сможет ли адвокат Лариса Криворучко, адвокат Вячеслава Зинченко добиться возвращения дела на ранние стадии. Насколько серьезны людей интересуют заявленные ею процессуальные нарушения и достаточно ли этих нарушений для того, чтобы вернуть дело в первой инстанции назад. Есть ли шансы на успех уже в первой инстанции? Давайте разбираться во всем подробно и по порядку. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь, комментируйте. Итак, вперед. Лариса Криворучко активно акцентирует внимание на процессуальных нарушениях процесса. Дело об убийстве Фарион. В частности, речь идет о возможном вмешательстве, например, в систему автоматического распределения дела между судьями. Также она говорит о допуске к участию в процессе адвокатов, которые на определенный момент не имели действующей лицензии на осуществление адвокатской деятельности. Эти моменты действительно важны и могут иметь серьезные правовые последствия. Однако, друзья, на сегодняшний день мы, и я как юрист, не наблюдаю достаточно глубокой и качественной мотивации со стороны Криворучко этих нарушений в таком виде, чтобы этого было достаточно для того, чтобы суд принял решение о возврате дела на ранние стадии, на исследование доказательств, например, на допрос свидетелей и так далее. Дело сейчас находится на стадии судебных дебатов. Это одна из заключительных стадий судебного рассмотрения. На этой стадии суду недостаточно просто услышать общие фразы о нарушениях, о процессуальных недочетах. Защита должна четко и убедительно показать, что именно в деле было нарушено не просто в процессуальном аспекте, а в материальном смысле. То есть, как эти процессуальные нарушения повлияли на права обвиняемого Вячеслава Зинченко, на возможность полноценно реализовать право на защиту, на объективность и беспристрастность судебного разбирательства, а также на представленные доказательства, на их допустимость, на их достаточность, и так далее. Поэтому, если защита не покажет, что именно в материальном смысле было нарушено, то без этого, без конкретной аргументации, весомых доказательств, например, фальсификаций доказательств стороной обвинения,
с очень высокой вероятностью суд отклонит ходатайство о возвращении дела назад и продолжит движение к вынесению приговора. Ну а теперь о реалиях. Насколько реально то, что говорит Криворучко, на что сейчас она рассчитывает вместе с Вячеславом Зинченко. К сожалению, шансы на полный поворот процесса на начальной стадии в первой инстанции на данном этапе я оцениваю как крайне низкие. Суд уже принимал решение об отстранении Ларисы Криворучко от участия в деле именно по причине отсутствия у нее на тот момент права осуществлять защиту. Суд назначил государственного адвоката и таким образом явно демонстрирует намерение завершить рассмотрение, так сказать, в разумные сроки. В такой непростой ситуации единственным, реальным и перспективным вариантом для защиты на текущей стадии остается заявление об отводе всего состава суда по основанию предвзятости. Как я неоднократно предлагал ранее, и об этом даже выпускал отдельное видео, для этого Вячеславу Зинченко необходимо официально в письменном виде заявить требование о предоставлении переводчика на русский язык. При этом важно четко указать, что из-за недостаточного владения украинским языком он не полностью понимал суть происходящего в процессе, не мог в полной мере воспринимать все нюансы показаний свидетелей, выступлений прокуроров, вопросов суда и позиции сторон. Это напрямую затрагивает фундаментальное конституционное право на справедливый суд и эффективную правовую помощь. Особую остроту и силу этому аргументу языковому придает тот факт, что судья Невой в заседании 1 мая 2026 года публично назвал русский язык языком оккупанта. Такое высказывание со стороны председательствующего судьи может быть расценено как яркое проявление личной предвзятости, создание атмосферы давления и нарушение принципа беспристрастности судебного разбирательства. А теперь, друзья, я отвечу на один из самых важных вопросов, который мне часто задают зрители. Являются ли эти нарушения основанием для отмены обвинительного приговора в апелляционной инстанции? Ответ – да. При правильном подходе являются. Согласно статьям 415 и 419 Уголовного процессуального кодекса Украины, апелляционный суд обязан отменить приговор, если в ходе рассмотрения дела были допущены существенные нарушения уголовного процессуального закона, которые помешали суду полно и объективно разобраться в обстоятельствах дела, или если были существенно нарушены права обвиняемого на защиту. В частности, нарушение правил автоматического распределения дела, участие в процессе адвоката без действующей лицензии, необоснованный отказ в предоставлении переводчика, а также демонстрация предвзятости судьи, включая публичное оскорбительное высказывание в адрес языка, на котором говорит обвиняемый.
В совокупности все эти нарушения создают очень сильную правовую позицию для отмены приговора и направления дела на новое рассмотрение. Конечно, все это должно быть своевременно заявлено, зафиксировано в протоколах судебных заседаний и подкреплено соответствующими ходатайствами. Без такой тщательной процессуальной работы даже сильные нарушения могут быть потеряны для апелляции. Подводя итог, скажу, что без решительных и грамотно оформленных шагов уже в ближайших заседаниях процесс, скорее всего, завершится вынесением приговора. После этого основная и, возможно, более успешная борьба за права обвиняемого перейдет в апелляционную инстанцию. Конечно, проиграть первую инстанцию – это достаточно тяжело. Неизвестно, друзья, что будет завтра. Будет ли в состоянии Криворучко защищать Зинченко? Что будет с Зинченко? Будет ли он в состоянии участвовать в процессе? Друзья, это дело имеет огромное значение не только для участников процесса, но и для всего украинского правосудия в целом. Я продолжу внимательно следить за ним, анализировать ключевые моменты и давать профессиональные комментарии. Если у вас остались вопросы по стратегии защиты, по языковому аспекту, по основаниям для отвода суда или по перспективам апелляции, обязательно пишите их в комментариях. Я постараюсь ответить максимально подробно в следующих выпусках. Ставьте лайк, если считаете важным соблюдение принципов справедливого суда и права на защиту. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления, делитесь этим видео с теми, кому может быть интересна эта тема. Благодарю вас за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.